Всем привет! И вы на канале о вязании крючком, игрушек и не только от Julie Woolly Toys. Я Юля, и сегодня я к вам с новым мастер-классом. Сегодня я предлагаю вам связать прикольную игрушку. Вот такую вот змейку. Совсем недавно мы только отвязали кучу драконов с вами, и я считаю, что пора уже готовиться к следующему году, символом которого будет змея. И поэтому я приготовила для вас несложный, прикольный мастер-класс по вязанию вот такой вот змеючки. Вот такая прикольная змеючка плюшевая у меня получилась. Мне кажется, это будет многофункциональная прикольная игрушка. В чем многофункциональность? Вы можете связать такую же змею, и если сделать ее, может быть, даже чуть-чуть больше, ну, длиннее в смысле. И если, к примеру, я сейчас так ее не скручу в бараний рог прямо, допустим, мы ее вот так вот фиксируем, кругляшочек, то из нее может получиться даже такая небольшая подушечка-думочка. Либо это будет просто вот такая вот игрушка, которую можно где-то повесить, где-то положить. Только посмотри на эту мордошечку. Такая прикольная. Мне нравится, такая милая. Вообще люблю очень змей. На самом деле их мало кто любит, мало кто ценит. А я вот люблю. Была даже когда-то на выставке змей, такой контактной выставке змей, где можно было их погладить, потрогать. И они такие милые, они как котики. Поэтому вы можете сделать просто игрушечку плюшевую. Можно ее зафиксировать в нескольких местах, прихватить. И, допустим, как-то вот так вот она будет выглядеть у вас на полке. То есть пришить ее в нескольких местах, и она будет такой вот, как в колечко скрученной. Вот так вот выглядеть будет. Можно ее повесить для украшения декора. В общем, такая интересная игрушка. И думаю, что к Новому году, году змеи, она станет еще более актуальной. А чтобы потом не вязать, сломя голову 30 или 31 декабря, как я вязала дракона в этом году, то предлагаю начать вязать змеючек уже сегодня. Чего тянуть? А для того, чтобы связать вот такую змеючку, нам понадобятся следующие материалы и инструменты. Итак, для вязания змейки нам понадобятся такие инструменты и материалы. Их будет немного, и первое, что нам понадобится, это, конечно же, пряжа. Пряжа понадобится в зависимости от того, какого размера вы планируете делать змейку. Можно, в принципе, даже вязать по наитию, по количеству рядов, чтобы у вас хватило той пряжи, которую вы приготовили. Не более моточка вам понадобится точно, а то и половина моточка. И в этот раз я буду использовать вот такую необычную меланжевую дольче. Это у нас на палитре Дольче номер 805. Для вязания этой пряжи я буду использовать крючок номер 4. Также нам понадобятся ножнички, счетчик ряда, маркер рядом, глазки для нашей змеи. Можно использовать любые, можно черные бусинки просто взять, можно, как у меня, пластиковые на ножке с креплением. Это безопасные глазки. С такими глазками безопасно будет играться даже самым маленьким с такими игрушками. Ну и, конечно же, холофайбер для наполнения. Будем наполнять по ходу вязания нашей игрушки. И начинаем мы вязание из плюшевой пряжи, как обычно, из 2 воздушных петелек. 1, 2. Во вторую петлю от крючка мы вяжем 6 столбиков без накида. Это будет наш первый ряд. Старайтесь всегда в начале вязания ниточку, которая у нас остается, сразу прятать в вязании.
И второй ряд мы вяжем, начиная с прибавок. Прибавки мы провязываем в каждый столбик предыдущего ряда. Соответственно, у нас получится 6 прибавок во втором ряду и 12 столбиков без накида. В третьем ряду мы провязываем просто без прибавок и убавок 12 столбиков без накида. В четвертом ряду мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида, 1 прибавочку. И еще раз вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида и 1 прибавочку. Всего в четвертом ряду у нас получится 14 столбиков без накида. Последующие два ряда, 5 и 6, мы провязываем без изменений по 14 столбиков без накида в каждом из этих рядов. Седьмой ряд мы начинаем с прибавочки в первый же столбик, то есть провязываем 2 столбика в первый. Далее мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида, 3 прибавки подряд, то есть 1, 2 в один столбик, 1, 2 в следующий и 1, 2 в следующий. Затем мы вяжем просто подряд 1, 2, 3 столбика без накида, и в последние 2 петли мы провязываем по 2 прибавки. В седьмом ряду у нас получится 20 столбиков без накида. Продолжаем вязать следующий ряд. В 8 ряд мы начинаем с 3 прибавок подряд, то есть по 2 столбика в последующие 3 петли. После этого мы вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков без накида и опять 3 прибавки подряд. Третья прибавочка. Далее мы вяжем 9 столбиков без накида до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Итого у нас в 8 ряду 26 столбиков без накида. Далее мы вяжем без прибавок и убавок с 9 по 13 ряд. Мы вяжем включительно по 26 столбиков без накида. Если у вас глазки на пластиковом креплении, как у меня, то учитывайте, что где-то в середине вязания этого вам нужно будет вставить глазки. Вы просто примеряете, смотрите, на каком уровне, на каком ряду вам больше всего понравится расположение этих глазок. Я лично располагала между 8 и 9 рядом. Вот так выглядит моя змейка. 14 ряд, и мы вяжем, начиная с убавочки. Нам нужно провязать в 14 ряду 2 убавки подряд. Далее 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Снова 2 убавки. Раз, два. И до конца ряда у нас остается 8 столбиков без накида. Провязываем их. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
В 14 ряду у нас будет 22 столбика без накида. И 1, 2, 3, 4 столбика без накида, 1 убавка. Повторяем так еще 3 раза. 4 столбика и убавка. 3, 4. До конца ряда у нас остается еще 4 столбика провязываемых. Всего в этом ряду у нас получится 19 столбиков без накида. На этом моменте после 15 ряда можно уже начать набивать нашу змейку. Хорошо набиваем мордочку, формируем голову и будем продолжать вязание. Вот такая малышка у нас уже получается, и мы продолжаем вязать наш 16 ряд. Мы начинаем 2 столбика подряд и 1 убавочка. Так мы вяжем всего 4 раза по кругу, и у нас еще останется в конце 3 столбика без накида. Всего в этом ряду должно получиться 15 столбиков без накида. Следующие 5 рядов, то есть с 17 по 21 ряды, мы вяжем по кругу по 15 столбиков без накида в каждом из этих рядов. Не забываем параллельно донабивать, когда вы уже видите, что провязали несколько рядов, донабейте немножко голову. Это уже пошло наше туловище, то есть донабить нужно будет туловище, иначе потом вам будет тяжело это сделать. Я провязала 21 ряд и немножечко донабиваю. В 22 ряду мы делаем всего лишь 1 убавочку. И далее вяжем 13 столбиков по кругу. То есть всего в этом ряду у нас должно получиться 14 столбиков без накида. Это и будет наше, скажем так, самое длинное количество рядов, которые мы свяжем по кругу. Я имею в виду, что из 14 столбиков без накида мы будем продолжать максимально долго, пока вам не покажется, что вашей змее уже хватит наращивать длину. То есть вы вяжете, исходя из того материала, который у вас есть, и пока не закончится клубочек, либо пока вам не покажется, что змея уже достаточно большая, длинная, упитанная. Вяжем, считаем ваши ряды обязательно. Оставляйте запас на то, что нам нужно будет сделать плавное сужение и закончить тонким хвостиком. А так вяжите по кругу по 14 столбиков без накида в ряду. Встречаемся после того, как свяжем необходимое количество рядов. Вот такая длиннючая змея у меня уже получилась. Я провязала 160 рядов. Змея у меня уже чуть больше метра. И я буду идти на сужение. Все еще вяжу из первого моточка. Далее я провязываю убавку, чтобы было более плавное сужение. 161 ряд я провязываю убавку, и получается 12 столбиков без накида. Всего в этом ряду у меня будет 13 столбиков без накида. 162 и 163 ряды я провязываю по 13 столбиков без накида в каждом из этих рядов, без прибавок и убавок. Мы идем так постепенно на сужение, не забываем донабивать в процессе вязания. 164 ряд я опять начинаю с убавки. И далее столбики до конца по кругу. В этом ряду у нас уже будет 12 столбиков без накида. Следующие 2 ряда я вяжу без прибавок и убавок. Далее снова делаю убавку.
провязываю до конца оставшиеся столбики. И после этого еще 2 раза без изменения по количеству петелек. Так я продолжаю делать, пока у меня не закончатся петельки. Когда остается уже 6 столбиков без накида, я просто делаю убавочки до конца, пока хвостик не закроется. Затем можно обрезать нить, закрепить и спрятать внутри змеи. Вот такая змеючка получается. В кадр она влазит только в свернутом виде у меня. Теперь я хочу еще улучшить ее мордочку, сделать утяжки для глазок, немножко утяжку для носика. Можно даже вышить ей ноздри и сделать, вывязать ей такие веки, но это только после утяжки. Для утяжки я беру белую ниточку, можно взять, допустим, ярный джинс, если есть, не швейную, ниточка нужна нам потолще. Закрепляю нить я по центру, тут можно теоретически еще язычок ей сделать. И этот узелок прячем вовнутрь, вывожу к глазику, к первому. Так, подтягиваем мордочку, чтобы она чуть приплюснулась. Я сложила ниточку вдвое, чтобы она была крепче. И вот под глазом, тут важно, если на крепление, чтобы не зацепить крепление, вывожу симметрично в том же месте возле другого глаза. Подтягиваем. Здесь тоже стараемся сделать так, чтобы нашу ниточку не было заметно. В принципе, в плюшевой пряже ее не должно быть видно. И хорошенечко подтягиваем. Видите, у нас сразу у змейки мордочка сузилась. Можно еще несколько раз сделать такую протяжку. После этого вывести еще раз на мордочку, на центр мордочки. Мне кажется, что черным ей ноздри вышивать не стоит, а вот белым как раз. У нас такая нестандартная змея по окрасу. И вот эти вот ноздри, они еще помогут нам стянуть. Делайте их симметричными. И чтобы тут можно, чтобы они были заметными. Поэтому я протягиваю несколько раз. Так, мы стянули мордочку. Ниточку закрепляем и снова прячем в серединку нашей мордочки. Ну и теперь осталось связать веки. Веки я буду вязать той же пряжей, что и всю змею. Здесь я примерно вкалываю крючок у основания глазика. Подтягиваем ниточку. Хвост этот потом спрячем. И нам нужно вокруг глазика накладными петельками. То есть мы делаем раз, два, так отцепляю, чтобы формочка была, 3. Такое веко. И далее, чтобы нить снова не привязывать на второе веко, я примерно оставляю ниточку, чтобы мне хватило. Обрезаю ее.
Здесь мы аккуратненько ее должны закрепить. В плюшевой пряже это нужно делать крайне аккуратно, чтобы она не осыпалась. Теперь можно параллельно просто вывести эту ниточку крючком сюда. И отсюда сразу начинаем вывязывать параллельно аналогичное веко. Старайтесь, чтобы это все было симметрично. И симпатично. Здесь я закрепляю ниточку. Поскольку у меня осталась длинная ниточка, то в принципе можно вывести ее к нашей изначальной нитке. Здесь мы завязываем узелочки пару раз и спрятать ниточки вовнутрь. Вот такая мордашка у нас получилась. С веками, мне кажется, намного симпатичнее выглядит. Можно в качестве эксперимента добавлять этой игрушке различные аксессуары. Например, вот змея-ведьма. Или змея-кися. Все зависит от того, какую вы хотите сделать игрушку. То ли это будет имитация натуральной змеи, то ли она у вас будет такая более мультяшная змейка. Ну вот такая вот красоточка у нас получилась. Я думаю, это прелестная змейка заслужила ваши лайки. Подписывайтесь на канал, если не сделали этого раньше. Жмакайте колокольчик и до встречи в новых мастер-классах.